Всем привет! Сейчас я нахожусь в городе Делфт, и за мной находится железнодорожная станция. Это стеклянное здание. А прямо передо мной внимательный турист заметит единственную оставшуюся в Делфте мельницу. Я считаю это место примечательным. Почему? Вон находится станция, и здесь совсем недалеко есть два таких блока бетонных. Тут даже есть иллюстрации, можно посмотреть. Раньше железная дорога шла по мосту. Так это выглядело. И вот эта мельница, о которой я сейчас говорила, она тоже на этой картинке присутствует. И когда железка проходила через город, это было шумно. И поэтому умные голландцы решили, не будет у нас проходить железка по мосту через город, она будет идти в тоннеле под землей. Поэтому вот эти блоки, которые мы сейчас видели, это на самом деле остатки моста, который был демонтирован. Вот эта мельница. Во время постройки железнодорожного тоннеля ее пришлось, не разбирая, поднимать на полметра вверх, а потом, когда тоннель был закончен, ее опустили обратно на тоннель. Почему я решила на именно эту мельницу сегодня пойти? В эту мельницу можно зайти, причем бесплатно, и посмотреть, что там внутри. Сейчас эта мельница рабочая, и в ней мелют пшеницу и рожь для того, чтобы производить муку. И сейчас эту муку в ней тоже можно купить. В итоге мне пришлось выбрать вход с другой стороны, потому что прямо отсюда есть лесенка, которая ведет наверх. И сейчас я собираюсь по ней подниматься наверх. О, здесь сегодня выходной, походу. Здесь они делают муку. Тут даже схема есть этой мельницы. Что где вообще происходит? Круто. Это что-то типа такого небольшого музейчика заодно, потому что людям можно свободно сюда заходить, смотреть, что здесь и как. Hello. Hello. Мне тут рассказали, что в этой мельнице в основном работают волонтеры. Особенно по четвергам тут большая активность. Можно выйти на балкончик. В опасную зону я не попаду. Но сейчас она довольно медленно крутится. Отсюда тоже неплохой вид на Делфт. Если вы хотите попасть в эту мельницу, она работает с 10 до 4. То есть очень маленький промежуток времени. И не каждый день. Поэтому будьте внимательны. Пошли дальше вверх. Сегодня не ветрено в Нидерландах, поэтому мельница не крутится. А туда мне уже нельзя. На самом деле вся верхушка может вращаться. В зависимости от того, с какой стороны ветер.
ее повернут и поймает ветерок. Эта мельница называется De Roos, что значит роза. Ее реставрировали в 89-90 году. Здесь есть немного информации. Здесь, в принципе, написано о том, что я рассказала, о том, как был построен железнодорожный тоннель. И для этого пришлось мельницу поднимать. В 2011 году ее поставили на место, когда был окончен туннель. Sometimes you can hear the trains running through the tunnel. From the windmill? Yeah. Oh, wow. Inside the windmill. Yeah, yeah. Между двумя моими сегодняшними локациями, то есть двумя городами Делфт и Схидам, примерно 10 километров. И с одного города можно прекрасно видеть другой город. Поэтому туда очень легко и быстро можно доехать на велосипеде. Как и положено в Нидерландах, сначала было прохладно, дождик, теперь стало душно. Солнце иногда периодически выходит, но сейчас довольно хорошая погода вообще. Сегодня какой-то день лошадей. Сейчас я нахожусь в Схидаме возле станции метро Парквег. Это моя начальная точка. Отсюда я пойду к мельнице. Здесь очень близко, даже вон кусочек мельницы видно уже. И снова вопрос, почему Схидам? Не потому, что я здесь живу, а потому что в Схидаме самые высокие мельницы в мире. Их осталось 5 штук. Я об этом узнала недавно, но Схидам был мировой столицей по производству джина. Здесь было около 20 мельниц. Этот джин производили с помощью вот этих мельниц. Мололи зерно, а потом делали джин. Вот эта мельница сейчас это ресторан. Не слишком презентабельно выглядит, но они пишут, что открыты. Вот такой ресторан. Не все из них работают, но некоторые. И не обязательно они выполняют именно ту цель, для которой изначально были построены. 33 метра высотой. Самые высокие мельницы в мире. Мельница-ресторан называется «Север». Следующая мельница называется «Новая Пальма». Как раз в Новую Пальму я сейчас и иду, потому что там должен быть музейчик. Открытая эта мельница не выглядит. Эту мельницу я бы назвала мельница разочарования, потому что пишут, что она открыта именно в это время, что это музей, но там все закрыто. Я нашла точку, с которой можно увидеть 4 мельницы. Самая последняя там вдалеке, это наша Новая Пальма. Следом за ней белого цвета это Север, в которой ресторан. Теперь я подошла к другой мельнице, которая называется Свобода. А там дальше видно кусочек следующей мельницы. Там канал поворачивает, и эта мельница стоит тоже на канале. Называется Кит. Мельницы под названием Кит, похоже, работают самые ответственные. Они единственные повернули правильно его, так что он вращается от ветра. Такое впечатление, что там кто-то живет. Перестройка какая-то. Хорошо, что они не забывают о них, не просто оставляют это как памятник какой-то, а пытаются обустроить для чего-то другого. И это может быть ресторан, а может быть музей, даже закрытый.
а могут там производить муку, и эта мука даже продается и пользуется спросом. А тут у нас разводной мостик. Удочка для человека, который контролирует, хочет ли кто-то проплывать. С этого мостика классный вид на нашу следующую мельницу. Прямо чувствуется, как мост трясется, как кто-то проезжает. По поводу разводных мостиков. Я думала, что голландцы, которые хотят проплыть на кораблике под мостиком, и которым нужно этот мостик поднять, я думала, они платят за это и оплачивают услугу как бы этого человека, который сидит в удочке. Но на самом деле это не так. И голландцы мне рассказали о том, что те, кто строит эти мостики, они сами ответственны за их поддержку, за то, чтобы их открывали вовремя и пропускали весь трафик. Например, если ты построил дом в таком месте, к которому нужно построить мостик, то ты должен нанять человека или сам запариться тем, чтобы этот мостик вовремя открывался для того, чтобы пропустить корабли. Или кораблики, или лодочки. Все-таки за большинство мостов в Нидерландах беспокоится государство. Поэтому государство нанимает человека, который сидит в этих будочках. Ну, привет. Эта мельница называется Верблюд. И она занимается настоящим делом. Она мелет муку. Ну, в общем, мы посмотрели все 5 мельниц с хидами. И сейчас, мне кажется, самое время идти искать, где бы можно пообедать. Это место называется Квалитария. Они себя позиционируют как фастфуд, но при этом я смогла там довольно адекватную еду поесть. Так выглядит ланч на 11:45. Как полагается, день должен завершаться отличной едой. А завтра будет еще один интересный объект, связанный с мельницами, который я специально подготовила для этого эпизода. Я решила отправиться в Киндердайк. На самом деле это просто деревня, но в ней есть одна особенность. В Киндердайке построено очень много мельниц, которые давно отвечали за то, чтобы водяной уровень в Нидерландах был правильный, чтобы выкачивать воду из низменностей, которые находятся ниже уровня моря. И без этих мельниц Нидерландам реально пришлось бы туго еще в средние века. Там мы собираемся купить билеты. Для того, чтобы прогуляться по Киндердайк, билет покупать не обязательно. Можно бесплатно походить, увидеть все мельницы, но при желании можно посетить мельницу, зайти внутрь, посмотреть, как там все устроено, как это работает. Там даже фильм какой-то обещают показать. Для этого нужно купить билет. Вот такой билет, и он стоит 9 евро. Ну, я зайду, понятное дело, внутрь и посмотрю, как там. Вот отсюда, с места кассы, примерно вот такой видос. Уже видно целый ряд мельниц. Смотрите, какая офигенная велопарковка. Итак, свой вельчик я оставила на крутой велопарковке, и теперь пойду по этому мостику, на который с вельчиками нельзя. Нам посоветовали на кассе сначала пойти по мостику, посмотреть там, а потом пойти туда, в сторону мельниц. Судя по указателям, там должна быть какая-то комната с двигателем. This part of Holland will be completely under the sea level. You know, here in the dike, 1.5 meters below sea level. Where I'm living, my name is Alexander. I've got my old pole there, 6.5 meters below sea level. Is it dangerous? No, I'm still living. That's no problem. В общем, система, которую мы сейчас видели, это старая система. Я так поняла, что сейчас она не используется. Эти мельницы – это еще один альтернативный вариант, самый старый,
Сейчас вместо мельницы используются вот такие механизмы для того, чтобы выкачивать воду. Теперь настало время посмотреть фильм. Собирается уже очередь. Он начинается в определенное время на разных языках. Через пару минут начнется английская версия этого фильма. Ну, на самом деле можно спрашивать, какой язык начинается. В общем, мы посмотрели фильм только что. Это было забавно, потому что его показывали на 6 экранах. И там как бы со стороны инженера, со стороны человека, который следил за этими мельницами, показано, почему построили эти мельницы. Они построены для того, чтобы выкачивать воду. Сейчас они для этой цели уже не используются. Но некоторые из них работают, я так поняла, просто для того, чтобы развлекать туристов. Так, сейчас мы подъедем поближе, посмотрим на них. Как они работают? Эти мельницы расположены как бы в несколько уровней, потому что одна мельница может поднять воду эффективно на небольшую высоту. Но если одну за другой поставить мельницы, как на ступенях, одна выше другой, которые будут поднимать воду по чуть-чуть, то они могут превратиться в очень эффективную систему. Теперь мы подъехали к первой мельнице. Пойдем посмотрим на нее ближе. Вон в нее даже можно зайти. Здесь разводной мостик. Разводной он для того, чтобы пропускать туристические лодочки. У меня только что первый раз проверили билет. Вот сюда уже идти нельзя, ну блин, это реально страшновато. Как будто они прямо сейчас на тебя летят. А там слышно шум воды, видимо, она все-таки перекачивает воду. Ну так, для прикола. Для мельницы стоит маленький домик, в котором раньше готовили, использовали его как кухню, для того, чтобы избежать попадания огня на саму мельницу. А теперь мы туда зайдем. Здесь прямо в мельнице вот эта милая комнатка. Швейная машинка. А вот это спальное место мельника и его семьи. Здесь вся семья должна была поместиться. Так, судя по всему, у мельников была жизнь довольно тяжелая. Вот здесь видно, как вращается часть механизма. При желании можно подняться чуть-чуть выше и заглянуть в такую клеточку, посмотреть на этот механизм. Здесь можно увидеть, что эта мельница работает, и все-таки есть какой-то поток воды. Оказывается, все мельницы могут поворачиваться в зависимости от ветра. И если какие-то из них не повернуты, это дело выбора, как мне рассказали. Причем речь идет не только об этих мельницах, а вообще обо всех мельницах в Нидерландах. Отсюда тоже классный вид. Здесь дорога уже не такая хорошая, очень много людей, которые идут пешком, прям целые группы. Вон не проехать даже, наверное. В общем, где-то велик придется оставить. Это мельница-музей. Сюда можно зайти с билетом. Здесь прямо целый деревенский двор. Вот здесь есть кролик. Живой.
Привет. Ой, он не один там. А тут еще несколько обитателей этой деревушки. Ветер здесь действительно очень сильный сейчас. Прям слышно, как они свистят. Только с билетом внутрь можно заходить. Здесь показано, что происходит наверху. Атмосфера просто впечатляющая. Местный житель. Сейчас мы вернулись к самому началу, и здесь можно перекусить, попить кофе. Наш водяной автобусик где-то через 20 минут только прибудет. На нем мы вместе с Вельчиками отправимся в Роттердам. В общем, я нахожусь на станции, у которой останавливаются эти водяные автобусики. Здесь уже много людей собралось, которые ждут. А если я сейчас так повернусь, сзади меня автобусная остановка, и там сзади, это откуда мы пришли, там Киндердайк и эти мельницы. Вот сюда прибывает все больше людей. А здесь можно увидеть расписание в ожидании нашего автобусика. А вон и он. Внутри есть велопарковка и автомат для чек-ина. Первый раз таким плаваю. Сегодня мы на этом паромчике переправлялись на вельчиках. Корабликом полчаса до Роттердама. Проезд на этом кораблике от Большого Белого моста в Роттердаме до самого Киндердайка стоит 4 евро. Если платить с помощью проездного, на который вы кладете денежку, то будет дешевле где-то на 40 центов.